Хау, дружище! Рад приветствовать тебя на своем канале. Меня зовут Олег. И как в предыдущем выпуске я обещал, а мама учила меня никогда не врать, сегодня будет замена колодок, тормозных дисков и то, как это правильно делается с полным обслуживанием суппортов, направляющих на примере Solaris. Здесь стоит одна из самых простых систем тормозных машинок. И будем смотреть, как это делается. Поехали! Нам нужны новые диски. Есть. Набор колодок перед-зад. Есть. Инструменты. Есть. Домкрат. Есть. Все это можно делать, естественно, на улице. Но у нас есть помещение, почему бы не воспользоваться. Тем более, что сейчас уже холодно. Вот. Начинаем разбирать тормозную машинку. Суппорт. В первую очередь нужно убрать со скобы непосредственно саму тормозную машинку. Вот она. Для этого нам нужно отвернуть направляющие. Здесь и то же самое внизу. Есть контрящий элемент, наверное, на 15. Так обычно делают. Сзади болт. Откручиваем, снимаем, убираем суппорт. У нас остается голая скоба. Вот на таких болтах сзади держатся направляющие суппорта. Соответственно, теперь мы можем освободить. Вот он выходит. Немножко ему надо помочь. Вот он уже освобожден. Убираем его в сторону. Можно, в принципе, аккуратно повесить на трубке. Вот так это выглядит без суппорта. Как видно, тормозные колодки, в принципе, здесь еще нормальные. Но суппорт может работать неправильно, так как внутренняя часть диска точно больше, чем внешняя. Соответственно, направляющие, ну вот они очень плотно ходят. Держи. Особенно нижняя, поэтому требуют они обслуживания, чего, собственно говоря, здесь не делалось. Вот так выглядят направляющие. Одна из них с уплотнительной резинкой для того, чтобы устранять люфт в суппорте. Поэтому сейчас будем все прочищать. Вот. И постепенно менять дальше. Вставляем это все в сторону. Теперь вынимаем колодки. Собственно, поскольку они нам не нужны, воспользуемся помощью отвертки и потихонечку их будем отсюда вынимать. Собственно, сидят они очень плотно. Видать, совсем закисли. Жесть. Теперь понимаю, кстати, почему она плохо тормозила. Руслан, это жесть, что я могу вам сказать. Вот это противоскрипные пластины. Исполняют много великолепных функций. Одна из них, если все правильно сделать, колодки не будут бить на кочках. То есть без них, если поставить, у нас получается большой зазор. И вот так вот она на кочках будет постоянно бить.
чтобы этого не было, сделаны такие вот проставочки. Если они не идут в комплекте с колодками, их нужно покупать отдельно. Но мы этого не сделали, потому что ждать долго. Будем вычищать и смазывать эти. Обязательно проверяем целостность пыльников. Они не дают попадать пыли, грязи, влаги с дороги при эксплуатации автомобиля и тормозной системы непосредственно в скобу, в отверстие для направляющих в колодцы. У нас с передними пыльниками все окей. Нужно будет только почистить, запечатать обратно, и все будет работать. Когда мы все освободили, нам нужно снять диск. Чаще всего диски, привернутые винтами, ну так сказать, просто фиксируются, и дальше уже колесным затягивается на болты или на гайки, как здесь на шпильках. Да, и самое интересное, это простейшая система, опять же напомнюсь. Бывает, что в зависимости от вариации суппортов, здесь могут стоять многопоршневые, соответственно, в принципе, разбор не намного сложнее, просто там несколько колодочек на каждый поршень по отдельности они ставятся. О чем еще нужно сказать? Да, бывают суппорта с электронной разводкой, но здесь проще поехать на сервис, если у вас нет электронного оборудования через бортовой компьютер, чтобы к машине подключаться. А так, снимаем диск. Случилось непредвиденное обстоятельство. С данными суппортами не получится. Забыл я, что шпильки здесь слишком длинные, поэтому придется отвернуть скобу. Скоба — это вот эта часть недвижимая. На ней, естественно, как мы уже видели, держится непосредственно тормозной механизм, суппорт так называемый, и крепится он сзади также на болты. В случае с этой машиной на 2. Будем их откручивать. Вот так вот это все выглядит. Вот диск отработавший. Мы его сняли. И скоба. Теперь мы можем увидеть, как она, собственно говоря, стояла. С этой стороны там болты, которые откручиваются. Снимается скоба. Снимается диск. Теперь будем все прочищать, смазывать и устанавливать новые детали. Чуть не забыл, понадобится еще вот такой инструмент для того, чтобы развести на суппорте поршень, отвести его назад и установить колодки новые, соответственно, толщина у них будет больше, и диск тормозной, у него тоже толщина больше, для этого нужно будет отвести обратно. Да, самое главное, не забудь, что вот откуда снял направляшку с резинкой, с этой, туда же нужно и ставить. Здесь она стояла снизу. Соответственно, сейчас будем производить сборку. Все почищено. Да. Не забываем также, что помимо направляющих
нужно вычищать колодцы внутри скобы. Теперь у нас все готово, будем устанавливать. Так, вот мы смазали направляющую. Смазка должна быть обязательно синтетическая, поскольку тогда не будет повреждать резину, она не будет разбухать, в случае как с этой направляющей. И нужно использовать смазки, непосредственно предназначенные для закладки в направляющие. Так же, как отдельно есть антискрипучие смазки, антискриповые. Они мажутся на антискриповые пластины, которые мы почистили. Продолжаем сборку. Почистили антискриповые пластинки. Можно будет их еще раз установить. Тут наждачка. Все, что нужно, было применено. Сейчас их поставим, соберем и покажу, как выглядит все, когда новое. Вот готовый вариант. Колодки поменены.
Диск на месте, суппорт обслужен. И это как раз то, о чем я говорил в выпуске с советами, как правильно меняются колодки и обслуживаются тормозные механизмы. Что касается задних дисков и замены колодок, здесь у вас может быть определенная проблема. Первое, диск, он же может быть ступицей. На Peugeot такая система применяется, на вагах на некоторых. В общем, это может встречаться, поэтому замена диска будет несколько сложнее, и он будет дороже, потому что будет сразу идти с подшипником в сборе. Замена колодок, опять же, будет производиться в зависимости от суппорта, от варианта. То есть, либо вам придется попробовать универсалкой, вот таким инструментом все это сделать. К нему также еще к этому прилагается вот такая шайба. Вот она. Для чего, собственно говоря, нужна. Некоторые суппорта, они имеют сразу вариант ручника. Собственно, ручник подтягивается теми же колодками, что и тормозят на тормозном диске. Отсюда следует, что там своя хитрая система, поршень, когда ручник подтягиваешь, он работает по спирали. И для того, чтобы потом разводить его, уводить обратно вглубь, чтобы поставить новые колодки или диски, нужна эта шайба. Как она работает? Вы ее прокручиваете, в этот момент у вас давится весь механизм, и аккуратно все уходит обратно. Но может и не пойти, когда уже суппорт изношен, могут появиться затруднения. Вот. Но чаще всего, как и здесь, суппорт будет встречаться такой же, как спереди, а ручником все будет работать посредством колодок, находящихся внутри диска. То есть диск, он же еще и барабан. Внутри еще один тормозной механизм, механический, работающий от ручника. В завершении выпуска хотел бы сказать, что с заменой колодок справится каждый при имении нужного инструмента, головы на плечах и аккуратности. Главное, ничего не сломать. Обязательно смотри на состояние колодок, следи за ними, если неравномерно изнашиваются, так же, как я, проводи профилактику по направляющим, полностью по чистке суппорта и смазке его, и будет тебе счастье, машина будет правильно тормозить и убережет тебя от многих проблем на дорогах. Я же с тобой не прощаюсь, надеюсь, выпуск тебе понравился, ставь лайки, обязательно подписывайся на канал, будет много интересного. До встречи!